Добрый вечер, хорошие люди. Я за вами тоже скучал. Друзья, сегодня я бы хотел с вами обсудить два вопроса. Вы писали в комментариях. Это по приезду президента Федерации хоккея в Беларусь. И обсуждение проводить, не проводить. И интервью России-1 усатого диктатора. О пандемии в Украине говорить не будем. У нас, как обычно, все делается через одно место. Он вроде есть, его вроде нету. Кому-то можно работать, а кому-то нельзя. Это будет целый отдельный выпуск по этой проблеме. Поехали. Друзья, огромное всем спасибо, кто написал, куда ты пропал уже на 5 дней, все ли с тобой хорошо. Все хорошо, но праздники выбивают, а если еще пересекаются с хорошими компаниями, то ты выпадаешь, естественно, на целый день. А потом, когда ты выбиваешься из ритма каждый день делать видео, очень тяжело опять влиться в струю. Но, прочитав ваши комментарии вчера, совершенно свежие, где, что и как, это очень сильно заряжает. Огромное спасибо. Я бы хотел сегодня с вами поговорить о двух вещах. Я сразу прошу прощения у свободных белорусов, потому что сегодня вы будете видеть несколько кусочков видео с тем человеком, кого вы очень сильно ненавидите. Своего нелегитимного диктатора. Я бы хотел обсудить две вещи. Это то, как к нему приехал президент Федерации международной хоккея шайбой, и как они обсуждали чемпионат мира, и все, что я думаю по этому поводу. И, конечно, интервью журналистки, не хочу говорить грубых слов, России-1. И что он там наговорил. Давайте по порядку. Господин президент. Живой, здоровый. Здравствуй, дорогой. Ну, мы с тобой переболели всякими болезнями, можем здороваться как угодно. Я вам все покажу две вставки. Вот эта, которая меня взбесила, когда ты понимаешь, что это гражданин Швейцарии. Гражданку Швейцарии посадили. Ты видишь, как они целуются, обнимаются, и думаешь, ну капец, мир сошел с ума. Перед тобой человек, который за 4 месяца посадил 30 тысяч человек. Ты 100% прекрасно видел эти кадры убийств людей, избиений. Ты же все отлично понимаешь. Ты видишь сопротивление других федераций спорта. Ты видишь, как многие команды, включая топовые, говорят, мы не приедем. И ты едешь, так целуешься и так обнимаешься. Я полез в Википедию почитать, что это за тип. Потому что дальше они будут рассказывать, ты что же политик, и ты что же все знаешь. Оказывается, этот президент Федерации хоккея выбран президентом в 1994 году. Как и Лукашенко. Он у власти уже тоже 4 срока и переизбирается. Этот человек имеет награды. Одну в самом начале. Он кавалер ордена почетного легиона в 2004 году. Но потом очень классные у него медали идут. Его поздравил Путин, орден дружбы. И его поздравил и подарил медаль Лукашенко. Тоже орден дружбы народов. И любовь у них до гроба оказывается очень давно. Ну, сейчас, когда вы увидите, как Лукашенко объясняет, моя вообще первая версия была,
что после таких поцелуев, и почему он прилетел, он же мог не лететь, что тут чистая коррупция. Я вспоминаю ситуацию, когда садили футболеров Платини и Блаттера, когда доказывали, что они друг другу переводили деньги, доказывали, как подкупали разные федерации, чтобы голосовали за определенных участников, где проходили чемпионаты мира по футболу. Я думаю, что здесь то же самое. Либо он прилетел лично сказать: прости, президент, но мне надо хоккей забрать, я тебе верну все деньги, что ты мне дал. Ну, второй вариант, если он решится проводить, это будет большой спортивный скандал. Этот товарищ, я потом, думаю, улетит, как и Блаттер. Найдут вещи. Здесь я бы за то, что проводил, я бы хотел бы, наверное, 5%. Только потому, что я уверен, что белорусы начнут с бело-красными флагами гулять гораздо свободнее. Количество туристов, которые прилетит, тоже могут одеть бело-красные флаги, кепки и тому подобное. Это ж можно синхронно на стадионе поднять 4000 человек, бело-красный флаг. И показательно тебе ж не будут при всем мире делать плохо. Ну давайте посмотрим, как Лукашенко ему выдвигает свою версию ситуации. Президента Федерации и личного друга Беларуси хочу тебе заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической какой-то безопасности или безопасности, связанной с физической безопасностью людей, которые живут здесь и которые приезжают к нам как гости. Вот тут этому Фазелю было бы очень круто, чтобы ему переводчик перевел. 30 тысяч человек арестовано, 8 человек убито, расследований 0, все на личном контроле. Коронавирус у нас по показателям всегда совпадает в цифрах плюс-минус 5 человек, поэтому фикцию мы вам полную гарантируем. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственное учреждение и Капитолий в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью. Думаю, что нет необходимости меня убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали. Ну, дальше Усатый ему рассказывает: ты можешь отменить, это все политика, я вообще не расстроюсь. Мы еще можем без Прибалтики провести, я сам все организую, хоть тебе завтра чемпионат мира, и он будет лучше всех в мире. Тот ему сидит, улыбается. А меня это бесит, потому что это неправильно. И это, как бы, не знаю, он ему поддержку оказывает. Я уверен, свечку не держал, но на 90%, что там завязана коррупция. Потому что Лукашенко ж такой, он может потом как выдать в прямой эфир: я ж тебя там возил по своим баням и гостиницам, а ты мне отказал.
Я думал, ты хороший, тебе было классно. Я думаю, что он боится. Поэтому он приехал лично, чтобы потом с глазу на глаз это все обсудить. Ладно, тут вечером Лукашенко начал медали вешать, видите? Подарил самому плохому человеку Республики Беларусь. Я думаю, что этот идиот еще, не хуже диктатора, но рядом с ним находится. Это просто, смотрите, кому вручили медаль за отвагу сегодня вечером. Но методологию знает уже каждый. Если что-то в России плохо, нужно много показывать, как страдают дети в Сирии, плачут матери в Украине, не доедают темнокожие в Америке и страдают натуралы в Европе. Тогда, наверное, проблема все больше беднеющего русского народа становится не такой масштабной. Он наградил Озаренка, но я этого идиота не буду показывать. Мне понравился этот выпуск, как полгода назад совершенно все были переобуты в другую обувь. А сейчас уже все. Европа, натуралы страдают и тому подобное. Знаете, еще вам хочу показать одно видео, прежде чем мы к интервью перейдем. Тут российский ФСБшник Патриарх дал большое интервью и рассказывал, какой Лукашенко великий, как он любит Беларусь и как там все чисто и колхозы работают. Все как обычно. Я не знаю, как я умудрился досмотреть эту минуту до конца, но потому что это чистая пропаганда ТВ. Концовка его говорит, что уже и Патриарх говорит, я вам поставлю только концовку. Все вопросы нужно решать мирно, но если вопросы существуют, их нужно решать. И это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие или напряжение в обществе. Но нужны инструменты разумного обсуждения, как говорится, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения. То есть даже тут ему говорят, ай-яй, ты же нам что-то обещал. Давай быстрее, держи слово, мы тебя спасли в трудную минуту. Знаете, я только что просмотрел, я нарезал 4 кусочка видео из интервью Лукашенко. Я не буду вам даже его вставлять. Многие, наверное, видели. Кто не видели, в 2 словах. Это чистая джинса называется. Это у журналистов, когда это заказывают и идет показательное выступление. Лукашенко ведь загнанный, и он там опять 3 раза клялся в любви Путину, что только с ним он себе позволяет разговаривать на повышенных тонах, хотя с ним уже 2 месяца не разговаривает, между прочим, и в принципе он 2 месяца ни с кем не разговаривает, он смог только с Алиевым и Пашиняном поговорить из-за Карабаха, а так, заметьте, даже Китай с ним не общается, все, он изолированный, никто с ним не общается. Там он все пиарил своего Колю наследника, как он хорошо играет на пианино. Девушки у него до сих пор нету. А Коля рассказывал, что папа плохой пациент и не слушал рекомендации докторов, вообще не лечился от коронавируса. И так как это показуха полная, и она даже направлена, может быть, на какой-то кусочек ебатик. Вот. Но это больше направлено на российскую аудиторию фанатов диктатора. Вот какой он хороший, какой он сильный. Там самое прикольное, когда в заставке после как раз скандалов с убийствами в Республике Беларусь, с Навальным, Лукашенко говорит, мы с Путиным только остались вдвоем. Нас загнали в такую лодку, что теперь нас не расцепить. То есть в Гаагу должны ехать 2. А так как я не хочу его вставлять, я хочу, чтобы в нашу традицию уже входило веселое настроение, я вам немножко включу другое видео. Я вам включу видео. TikTok сделал
одну прикольную новую функцию новогоднюю, где на ребенка накладывают маску. И ребята сделали нарезку реакции этих деток. Поверьте, это можно смеяться. Искренне, по-настоящему. Потому что нет ничего, наверное, честнее в нашей жизни, чем реакция самых маленьких деток. Она искренняя, она настоящая, она честная. А все остальные, кто правят нашими странами, просто их грабят и держатся за власть посиневшими пальцами. Поэтому давайте немножко посмеемся 1 минуту. Ать! 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 Эпщу, никому не болеть. Вот такое, друзья, получилось первое видео после перерыва. Простите, если что не так. Будем входить и набирать форму. И самое главное, для тех, кто смотрит первый раз. Хороших людей больше. Живе Беларусь, слава Украине, Алга Казахстан и Россия без Путина. Всем хорошего вечера.